Okay, let's get started. Давайте продолжим. All right, we did a few colors. Итак, мы несколько цветов разобрали. And we'll do a few more, and then we'll talk about some other things, other Мы symbols. сейчас еще несколько цветов посмотрим на них, и потом еще на символы посмотрим некоторые. Again, so all of this, we have some lenses Итак, я напоминаю, что у нас есть линзы, that we're taking into account. на которые мы обращаем внимание. But throughout, we're also listening as well to the Holy Spirit. Но на протяжении всего этого мы также слушаем Духа Святого. Remember, interpretation belongs to God. Помните, что истолкование принадлежит Богу. Okay, one thing we do need to do, though, Еще что нам необходимо сделать? is we need to pray for the ladies in the room. Нам нужно сделать сейчас одну вещь. Я хочу помолиться за женщин в этом месте. I know we talked a bunch about cycles. Мы говорили вот о цикле. But sometimes if we don't know that we're not supposed to have pain connected to that, И иногда, если мы не знаем, что вот, должна быть боль в каком-то месте. just because something's normal doesn't mean it's right. Точнее, если то есть, если мы привыкли, вот что научены тому, что вот здесь должна быть боль, и даже если мы к этому приучены, мы научены, это не означает, что это правильно. And so what I want to do is I want to pray for all of the ladies who have either pain connected to their monthly cycle. И что я хочу сейчас сделать? Я хочу помолиться за всех женщин, у кого есть боль, связанная с менструальным циклом. Or they have an irregular cycle. Или, может быть, нерегулярный менструальный цикл. Or they have issues with severe bleeding. Или, может быть, есть проблемы с кровотечением. Or maybe even you're at an age where you're supposed to have a cycle, but you don't even have a cycle. Или, может быть, вообще у вас нарушен абсолютно цикл, должен быть, а его нет. And then any lady who has an issue where they can't reproduce. Или женщин, у которых проблема, что вы не можете зачать. So if you're one of those people I just named, I want you to stand. Если здесь есть такие люди, я хочу, чтобы вы встали, женщины, чтобы вы встали. Because we're going to pray over Мы you. будем молиться за вас. Good. Хорошо. Okay, if you're next to one of these, Посмотрите вокруг. Вот, обратите внимание на людей, которые who's стоят. standing up, make sure you lay hands on them. И, пожалуйста, возложите руки на этих женщин, девушек. And I want you to bless their reproductive cycle. И я хочу, чтобы вы благословляли их репродуктивный цикл. Jesus, you came to deal with the ultimate issue of blood. Иисус, Ты пришел, и Ты принес избавление своей кровью. And you came to redeem us. И Ты пришел для того, чтобы избавить нас, Ты наш избавитель. From that pain Ой, Ты избавитель от этой боли. that was connected to the birthing cycle. И эта боль не должна быть связана с правильным циклом. And we command pain to leave right now in И Jesus' мы name. приказываем, чтобы боль ушла прямо сейчас. We command regular cycles. Мы говорим про регулярный цикл. We command health in your reproductive organs. Мы говорим здоровье ваши репродуктивные органы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. No more
Хорошо. All right, let's talk about in the positive, what could the color yellow mean? Давайте поговорим о том, что желтый цвет может означать в позитивном контексте. Joy? Joy. Why joy? Почему радость? Good, okay. What else? Что еще? Money? Good. Finance? What else? Что еще? Limit? Okay. Смерть, золото, Японию. Good. I had a personal experience У меня есть собственный опыт. where I prayed for a lady Когда я молился за женщину, with stage 4 и cancer, у нее была 4-я стадия рака, and I wasn't feeling any faith at all. и у меня вообще веры не было. I was actually probably more feeling like negative faith. А у меня скорее, знаете, такая вера в негатив была. But Bill asked us to pray for people Но Билл попросил нас молиться за людей. with cancer and terminal disease. А за тех людей, у кого был рак или неизлечимые болезни. And I was just doing it out of obedience. И я делал это из-за And послушания. I'm like, God, I need your help. И я говорю, Бог, мне нужна твоя помощь. So I'm praying for this lady, И вот я молюсь за эту женщину. and I saw this, we call them a pitcher, like a jar of hot honey. И знаете, я увидел такой кувшин с медом. And I saw God pour this pitcher of hot honey over this lady. Hot honey. Я увидел, что Бог выливает этот горячий мед на... Не знаю, мед бывает горячий. Жидкий мед на эту женщину. And so I just said, I see God pouring this pitcher of hot И honey over. я сказала, я вот вижу эту картину, что Бог выливает этот жидкий мед на твою голову. And the lady looks at me like this. И дама это на меня вот так посмотрела. And I thought, oh no, she knows I have no faith. И у меня мысль возникла, она знает, что у меня веры никакой нет. I'm like, Lord, help me out. Я говорю, Господь, вытащи меня отсюда. And then I saw like electricity go through her body. И потом я увидел, как электричество буквально прошло через ее тело. And I said, I see electricity going through your body, and God's giving you a new immune system. И я увидел, как электричество прошло через твое тело, и Бог дает тебе новую иммунную систему. Immunity to sickness and disease. Иммунитет к различным заболеваниям. And still she looks at me like this. И она опять на меня вот так смотрит. Like this lady came from a long way away to get prayed for, and she got me. И я говорю, вот эта женщина издалека приехала, и ей достался я. I'm feeling so bad, like this is the worst thing that could happen. И я так ужасно себя чувствовала, думаю, это самое худшее, что может произойти. And so I am like, that's 2 strikes, 3 strikes, you're out. I'll try one more. Ну хорошо, вот было один, ну как бы... Было 2 попытки, еще есть 3-я попытка, попробуй еще. So I said one more thing that I can't even remember. И я что-то еще сказала, я даже не помню, что это было. And again, she looks at me super angry. И она опять так на меня зло посмотрела. So I just wrap up the prayer and I just kind Я of быстренько slink все back to my это seat завершила и вернулся на свое место. because I feel horrible. Потому что я отвратительно себя чувствовал. And I'm about ready to leave at the end of the meeting because I'm not going to pray for anyone at the end because I already did a horrible prayer. Я уже был готов в конце служения все убежать, потому что ни за кого не хотел молиться. У меня уже одна была ужасная молитва, достаточно. And I go to try and sneak out. И я вот хотел быстренько так по-тихому уйти. And I feel a tap on my И shoulder. я чувствую, что кто-то меня по плечу так And I turn подстучит. around and it's the lady. И я поворачиваюсь, и там эта дама. I'm like, oh no.
And she says, hey, come over here and meet my pastor and my husband. И она говорит, пошли, я хочу познакомиться, чтобы ты познакомился с моим пастором и моим мужем. I thought, oh no, she told on me. Я думаю, боже мой, она еще им про меня And рассказала. this guy gave me the worst prayer of my life. Что вот этот мужик за меня хуже всего помолился, хуже не придумаешь. She brings me over to her И husband вот она ведет меня к своему мужу. and pastor and introduces И me. пастор знакомит меня с ними. And I'm waiting for the hammer to drop. И я жду, что сейчас молотком мне настучат. And now I'm about to get in trouble. И то есть я готов уже к проблемам. And the lady's husband says, tell him. И тут муж этой дамы говорит, ну давай расскажи, расскажи ему. I said, tell me what? Я говорю, что расскажи ему? I'm still like, I'm in trouble. Я до сих пор в этом состоянии, что у меня проблемы. And she said, well, what happened was when you said you saw a pitcher of hot honey pouring over И тут me. она говорит, что вот все дело в том, что когда вы сказали, что вы увидели вот этот кувшин с жидким медом выливается на She меня, said, I felt hot honey pour я over my body. буквально почувствовал, как этот мед по моему телу разливается. I said, thanks a lot. You could have shown it on your face. А я говорю, ну это так значительно, а ты вообще никаких эмоций не проявила. Like I never felt that before. Она говорит, да я никогда так раньше не чувствовала. My face hadn't caught up to what was going on. И то есть и лицо вообще не отражало все то, что в ней происходило. And she wound up feeling exactly everything that I said. И все, что я, то есть она стала рассказывать дальше, и все, что я ей говорил, она именно так себя и чувствовала. And when I got done, И когда я закончил, she went back to her husband она вернулась к своему мужу, and told her husband, то есть молитва and закончилась, he когда... said, you need to go to the bathroom and go check your breast for the cancer. И она рассказала все своему мужу, и он говорит, тебе нужно сходить к доктору и провериться. Сходите в ванну и проверите грудь, что там у тебя. And she goes to the bathroom to find the lumps in her breast. И она пошла в ванну, чтобы потрогать опухоль, которая была у нее в груди. And they're totally gone. И ее абсолютно не было. She goes back home, goes to the doctor, И она and no more cancer in her body. возвращается домой, идет к доктору, и нет никакого рака. So when I see the color yellow, И поэтому, когда я вижу желтый I цвет, think of healing я думаю об исцелении. because of my personal Из-за experience. моего собственного жизненного опыта. What about yellow in the negative? А если говорить о желтом в негативном контексте? Нет. What about when we in the United States, if we call someone yellow, we're calling them a coward. Когда в английском языке желтый цвет, когда мы называем кого-то желтым цветом, это цвет трусости. Anything else negative? Это вот негативно. Oh, yeah. Okay. Good. All right, let's do something new. Давайте кое-что другое сделаем. Let's move away from colors Давайте отойдем от цветов and let's talk about some animals. и давайте поговорим о животных. Have you ever had a certain type of animal show up in your dream? Когда-нибудь во снах у вас были животные? What if a bear shows up in your dream? Если медведь, например, во сне, Okay, in the negative, в негативном, what could a bear symbolize? что может символизировать медведь? Problems? Олимпийские игры. Туристический поход. Страх. Okay. Борьба.
Good. Yeah. You know, in the United States, in the stock market, in the stock market, на рынке акций. we have either a bull market or a bear market. То есть либо, не знаю, как эти термины правильно, бычий рынок или медвежий рынок. What about in the positive? What А can a bear symbolize? если говорить о медведе в позитивном контексте? Сила. Strength, yeah. Yeah, soft. You're like a teddy bear. Это хозяин леса, хранитель леса. Добрый и щедрый. Мягкость. Yeah. Обнимашечки. We have a saying called a bear hug. Да, есть такое выражение, вот как Медвежье объятие. медвежье объятие. Yeah. And also it could be protection, Это также может быть защита, as if it's a mother bear. если это мама-медведица. When a mom is next to her cubs, А когда мама рядом со своими медвежатами, you don't want to ever mess with a mother вы bear. не хотите с ней иметь дело. Amen? Так ведь? Okay, well, let's do another animal. Давайте другое животное возьмем. A dog? Okay. A dog. Собака. Okay. In the positive, В позитивном. friendship. Yeah, it's man's best friend. Лучший друг человека. Вера. Верность. Faithfulness. Good. Ласковый. Okay. What about in the negative? А если в негативном про собаку? Yeah, okay. A guard dog, yeah. What if a dog bites you in the dream? А если собака кусает вас во сне? Maybe Возможно. it's a friend who's spoken bad about you. Возможно, это друг, который за вашей спиной плохо о вас говорит. So what the animal is doing То есть то, что делает животное, can be important for how we interpret what that animal is symbolizing. также может быть важным, когда мы истолковываем, что означает именно это What животное. about a snake? А What does если that мы говорим symbolize? про змею, что она символизирует? Okay, okay. And the negative. В негативном. Злость, пьянство. Ядовитый укус. Okay, okay. That's good. That's cultural. Вот, а зеленый змей это как раз культурный. What about? Could it be the devil? А может быть, это может быть дьяволом. Хитрость. Мудрый обман. Хитрый обман. Окей. It's also snakes have long tails, А змеи, у них длинное тело, да, хвост вот этот длинный. and in the United States, tail can mean two different things. И в английском языке вот это слово для хвост, tail, есть два значения. It can be a tale, Это вот хвост сам по себе, or it can be a story. или это также имеет значение история, то есть перевод история. And when we talk about a long tail, И когда мы говорим о длинном хвосте или истории, длинный tail, usually that story is fabricated. это Fake значит, is a что lie. эта история была как бы выдумана, сфабрикована, и ложь какая-то есть. So a snake
snake can symbolize lies. И поэтому змеи могут быть символом лжи. Well, what type of lie is it? И какая это ложь? Because maybe the snake is a viper and it's poisonous. Потому что возможно, что змея ядовитая. It's lies that are poisoning us. И это ложь, значит, это ложь, которая отравляет нас. But what if it's a boa constrictor? A python, a big snake that если это, знаете, этот, как питон, который вот обвил тело человека. Then it could be lies that are choking us or constricting us. Возможно, что это ложь, которая нас сковывает, сдерживает нас. Also, snakes have a forked tongue. И также у змей раздвоенный язык. They're two different stories. И это две разные истории. It can be confusing, И chaos. это, значит, может быть символом смущения, какого-то хаоса. One time I had a dream Однажды у меня был сон, where there was a llama that someone was carrying, trying to pull, and it wouldn't go with them. в этом сне был человек, который тащил ламу, и эта лама сопротивлялась. And in the dream, God said the llama's name is autism. И Бог сказал, что во сне вот имя вот этой ламы аутизм. And it's a burden. И это как тяжелая ноша. And then there was a snake trying to bite my feet. И в этом сне еще была змея, которая пыталась укусить меня в ногу. And God said, that snake's name is Asperger's. И Бог мне сказал во сне, что имя вот этой змеи это болезнь Альцгеймера. And it's a tormentor. И это мучитель. And God was using each of the animals to symbolize a disease. И Бог использовал и то, и другое животное, чтобы символизировать болезнь. And to tell me something about И that. сказать мне, то есть показать мне что-то об этом. Okay, in the positive, what could a snake mean? А если мы говорим в позитивном контексте, что змея может означать? Someone said wisdom. That's scriptural, right? Мудрость, да, это из Писания. Be as wise as serpents, Будьте мудрыми, как змеи, but innocent as doves. но невинными, как голуби. Okay, good. What else? Хорошо, что еще? Лекарство, аптека. Like drugs, medicine. Yeah, medicine. Because we have the rod and the two snakes that Да, потому face each что other есть у нас значок, это знак, чаша и две змеи. of medicine, but where did that come from? И это знак медицины, но откуда он появился? Бедный змей в пустыне. Remember Moses Помните Моисея? made a rod with the snakes on it, and when the people looked at it, they were healed. И были, да, вот змеи, когда люди смотрели, и они получали исцеление. This comes from Scripture. Это приходит из Писания. So we want to pay attention to that. И нам нужно обращать на это внимание. So animals, Поэтому животные, depending on if it's negative or positive, what's the animal doing? в зависимости в позитивном или в негативном контексте, что змеи делают, What emotion is that causing towards me какие эмоции вызывают во мне эти животные, can change what it means. это все может изменить значение. Let's talk about vehicles. Давайте поговорим о видах транспорта, передвижения. Okay, vehicles many times can speak of our calling. И вот транспорт, могут они говорить о нашем призвании. It can speak of our vocation, our job. Да, это может говорить также о нашей виде, как бы, занятости, работе, Our passion, о нашей страсти, our anointing in our life. о помазании на нашей жизни. It's how we get through life. Это то, как мы как бы и идем, едем по этой жизни. So what if I'm in a dream
and I'm riding a bicycle. Например, во сне я еду на велосипеде. What could a bicycle symbolize? А что может символизировать велосипед? Good, good. Physical health, physical education. Movements. Yep, good. Balance. Balance, good. The freedom, but also the strength that we need to... Yes. So a bicycle needs manpower. Смотрите, для того, чтобы велосипед ехал, нужна сила, нужно прилагать усилия. But if it's a motorcycle, Но если это мотоцикл, now the engine is doing the work for в me. таком случае двигатель, он двигает, он делает работу за человека. How many people can usually drive a bicycle or a motorcycle? Как люди могут управлять, водить велосипед или мотоцикл? Usually one, right? Сколько людей? Обычно один, да, человек управляет. So this may be a personal thing. И, возможно, это говорит о чем-то личном. But what if you have a car? Ну, а если, например, у вас не машина? Usually a car, how many people can you fit in there? А сколько в машину может поместиться людей? Yeah, 7? That's a big car. Большая машинка. No, so the type of car is going to be important. Is it a two-door? Вид машины, да, какая машина, там тоже это важно. Может быть двухдверка. Is it a four-door? Или может быть 4 двери. Is it a van? А это минивэн. Because if it's a van, maybe it's speaking of a family Потому ministry. что если говорить уже, да, там, о микроавтобусе, то возможно что-то связано с семейным служением. What type of car? Какая машина? If it's a Corvette, Если это корвет, what type of ministry or calling do you have? то какое служение, какой вид призвания есть? Maybe. Возможно. God, can you put that with Chris Valentin? Это мы с Крисом Малотом соотнесли. Okay, so that's experience. God will use that. Смотрите, но и это уже личный опыт, и Бог будет это использовать. It's crazy how you just know things in dreams. Невероятно, как во снах мы можем узнавать, понимать какие-то And вещи. God will know how you will think. И Бог знает, что ты при этом подумаешь. Let me give you an example of a car dream. Вот пример хочу привести сна, связанного с машиной. My son Connor Мой сын Конор, was 10 years old. ему было 10 And лет. he says, Dad, I had a dream last night. И он говорит: пап, у меня был сон. He said, I was standing at the end of like this long drag racing strip. You know, like the straight drag race. You know, drag races? Like funny cars and drag racing, they're super fast. Он говорит: мне приснился сон, что я стоял на трассе для гоночных машин. And on the far end was God standing next to a 1956 Chevy. И там вдалеке стоял Бог, а рядом с ним, я так понимаю, это какая-то гоночная машина. Шевролет. And he says, it was all black, the Chevy, Этот Шевролет гоночный был черный. and with chrome accents. Chrome. Like, Боже мой. Хромированный. yeah, and he said this word, he said, Dad, it was souped up. Which it doesn't translate. You can do souped up. Yeah. It's a Я так word we понимаю, use нафаршированная машинка that была. says it's really fast and they put extras on То the есть car and make очень it really быстро, fast. и всякие такие прибамбасы для нее на ней были сделаны. Souped up. А вот она нафаршированная. Say souped up.
нафаршированная. No, souped up. Супта. Yeah. Get it? Supernatural ministry. It's a play on words. Да, опять игра слов. То есть по-английски Souped up. souped up, то есть сверхъестественное, потому что по-английски как бы это вот первые буквы этих слов. God will use your language, А ведь Бог будет использовать твой язык. and He'll use a word in your language that means something else as И Он well. будет использовать слова из твоего языка, которые что-то для тебя обозначают. It's called a play on words. Это вот как раз игра слов. So God is standing there next to this car, И вот во сне Бог стоит рядом с этой and He машиной. said, "Dad, God was wearing a tuxedo." И сын говорит мне, и Бог был одет в смокинг. He says, "You know, the one with tails." А вот этот смокинг, у которого сзади длинные штучки. And I said, "What did God look like?" А я говорю, а как Бог выглядел? And he said, "Oh, like the God in the movie Evan Almighty." И он выглядел как Бог из фильма «Брюс Всемогущий». In that movie, В этом фильме God was played as Morgan Freeman. Бога играл Морган Фриман. And so he saw Morgan Freeman И он видел Моргана in Фримана a tuxedo, в смокинге, but he knew it was God. но он знал при этом, что это был Бог. He didn't even have to interpret it. He called him God. И ему не нужно было даже как бы это истолковывать, он знал, что это Бог. Because God was speaking Connor's language. Потому что Бог говорил на языке Коннора. He had just watched that movie. Он только что посмотрел этот фильм. God gets into the car, И Бог во сне сел в he машину. turns it on and revs it up. Он завел ее и стал поддавать газом. And he puts it in gear, И вот он рычаг перевел вперед and he drives it straight at Connor. и поехал прямо к Коннору. And it hits Connor, И он как бы врезал, столкнулся с Коннором. and the moment it hits him, И в тот момент, когда он его столкнулся с ним, the scene shifts. вся сцена поменялась. And Connor is now standing in front of some Asian city. И в этот момент уже Коннор оказался, как бы он стоял у какого-то азиатского города. And he's worshiping God. И он поклонялся Богу. And he said, "Dad, I was 23 years old." И он сказал, папа, мне было во сне 23 Now года. remember, he had this dream when he was 10 years old. Помните, во сне, то есть когда ему приснился этот сон, ему было 10 лет. Pay attention to the things that you automatically know. Обращайте внимание на те вещи, которые вы знаете сразу же, He автоматически. knew he was 23 years old. Он знал в этот момент, что ему было 23 года. So let's unpack this. Давайте теперь вот как бы распакуем этот сон. If the car Если машина can be our ministry or our calling or our occupation, может символизировать наше служение, наше призвание, нашу род деятельности, but that was a certain type of car, it was black. но это была определенная машина, и она была черная. So what's his ministry? Какое его служение? It might be prophetic Может быть и пророк, because the prophetic deals in mysteries. потому что пророк взаимодействует с тайнами. But I think the car was black Но я думаю, что машина была черная, because his calling is a mystery at the time. Что его призвание являлось тайной. да, потому что его призвание само по себе на тот момент было тайной. And he doesn't know what it is yet, И тогда он не знал, в чем оно было. but he does know something about it. Но он кое-что об этом уже знал. The chrome accents. Хромированная была машина. Chrome can be symbolic of wisdom. И это может быть символом мудрости. When we have gray hair, Когда, когда у нас есть седина, да,
цвет один и So тот же. it's a ministry that carries wisdom. То есть это служение, которое несет мудрость. And that fits with Connor's name. И это также соотносится с именем Конора. Connor means wise. Потому что Конор означает мудрый. So now you've got a ministry that's a mystery, but it carries wisdom. Итак, есть служение, которое само по себе, призвание, которое само по себе еще тайна, но оно несет в себе мудрость. But he said it was a 1956 Chevy. И он сказал, что это был «Шевроле» 1956 года. And if I go back to the mid-50s, И если я, например, вернусь в середину 50-х, and that was the end of a big healing revival. и это было в то время, когда большое пробуждение и исцеление. So maybe it has something of healing and of wisdom. То есть, возможно, что-то связано с исцелением и мудростью. But remember, it was souped up. Но помните, что она была souped-up, нафаршированная. It might be a supernatural То есть она ministry. была сверхъестественная, вот это вот сокращение souped-up. And what happened? И что произошло? God was in a tuxedo. Бог был в смокинге. Where do we wear a tuxedo? Когда мы надеваем смокинг? For a wedding or some big event? Какое-то важное мероприятие, да, на свадьбу. See, it's an important event. То есть, понимаете, это важное событие. And it wasn't Connor chasing after his ministry И во сне, нет, Конор гонялся за своим or служением his calling. или за своим призванием. God drove it into him. Бог приехал прямо к нему. There's a lot of people in life. Есть много людей в жизни, God, what's my calling? которые говорят: Бог, в чем мое What's my призвание? ministry? What am I Где supposed мое to do? служение? Что мне нужно делать? Don't worry about what you're supposed to do. Не беспокойтесь о том, что вам нужно делать. Worry about who you're supposed to be. Беспокойтесь о том, кем вы должны быть. And God will drive that into you. И Бог привезет это к вам. So we see God driving this mysterious ministry into Connor. Мы видим во сне, что Бог сам привозит вот это вот загадочное служение прямо к Конору. And that may be a mystery, И это, возможно, загадка. but we see somewhere where it's going to show up. Но мы видим, во что выльется вся эта тайна. And Connor was 23 years old. И Конору при этом было 23 года. Well, 23 doesn't need any interpretation. И 23 не нужно было как-то истолковывать. He knew it was that age. Он знал, что это был этот возраст. Pay attention to the things that you know. Обращайте внимание на те вещи, которые вы автоматически But знаете. he does know where that ministry is going to show up. Но, то есть он знал, когда это служение проявится. He was in front of some Asian city. He doesn't know which one. Он был около какого-то азиатского города, какого конкретно не знал. And I know my whole family has a heart for Asia. И я знаю, что у всей моей семьи есть сердце направлено в Азию. In 1991, I smuggled Bibles into China. В 1991 году я тайно провозил Библию в Китай. And so even when my kids were really young, I used to tell them the stories about me getting chased by the military И police. даже когда мои дети были маленькие, я рассказывала им историю о том, как арестовала полиция. On the streets when I was passing out Bibles. На улицах, военная полиция на улицах, когда мы раздавали Библии. And I would tell them stories about when we went to our contact to give her a bunch of Bibles. Я рассказывала им историю о том, как мы встречались со связующим лицом для того, чтобы передать кучу Библий. And her house was a little small shack. И ее дома это был маленький сарайчик. Лачуга какая-то небольшая. That was right under the military police headquarters. И эта лачуга стояла прямо около
было здание военной полиции. And she didn't have any furniture in her И в house. доме в этой лачуге не было никакой мебели. Her furniture was stacks of Bibles. И ее мебель это как раз были вот кипы Библии. And people would come from thousands of miles И люди из очень дальних расстояний приезжали. to not get a whole Bible. They would only get a book of the Bible. Просто для того, чтобы взять Библию у нее. They would rip the Bible up Не всю Библию. Не всю Библию, они не всю Библию брали, то есть они разрывали эту Библию на and части. they'd only get a book of the Bible. И брали только какую-то одну книгу из And they Библии. would take it and memorize the whole book. И они брали ее и запоминали, то есть заучивали на память всю книгу. And then trade it with someone else that had another book and they'd memorize that book. И они обменивались потом вот тем, что они запомнили, с другим человеком, который запомнил другую книгу из Библии. And I told him about a man named Abraham that I met, И я рассказывала своим детям о человеке по имени Авраам, которого я встретил, who had memorized all of the New Testament который выучил наизусть весь Ветхий Завет. and spoke 8 different И он languages говорил на 8 разных языках. and all of the Chinese dialects. И на всех вот этих китайских диалектах. Brilliant. Просто невероятно. And so I would tell my kids these stories. И я рассказывала детям эти истории. When they got into high school, all 3 of my children И когда все мои дети уже были в старшей школе, have taken Mandarin. все дети в старшей школе изучали китайский диалект, как он правильно? Мандарин. Yeah. Because they love the Asian culture. Потому что они любят азиатскую культуру. And it's important to pay attention to dreams Очень важно обращать внимание на сны. and what God's speaking. И то, что Бог говорит. And you know, in my life right now, В моей жизни прямо сейчас my son мой сын isn't always making the best decisions. всегда принимает, не всегда принимает самые лучшие решения. And he's 20 years old right now. Ему 21 год сейчас. I hold on to this dream, Я храню в сердце этот сон, knowing that God is in pursuit of my son, потому что я знаю, что Бог заботится о моем сыне. even if he isn't always making the best decisions. Даже если мой сын не всегда принимает правильные решения. Amen? Аминь. So even if you have a child И если у вас ребенок, who's not making the best decisions right now, который прямо сейчас не самый лучший выбор, не лучшие решения принимает, God's going to chase them down Бог, Он догонит его. with their destiny and their purpose. И именно принесет его судьбу и его предназначение. So the color of a car И цвет машины, and the description of it и описание все машины, could mean something. тоже что-то может означать. What if you're in like a 4-wheel drive Jeep? Если вы, например, во сне вам снится джип полноприводной, What type of ministry or job do you think you have? как вы думаете, какой тип призвания или занятости у вас есть? Yeah, but maybe you're a pioneer. Возможно, что вы первопроходец в You какой-то go сфере. places not everyone goes. Вы идете, едете на те места, где не каждый доберется. You have an ability to get to places other people can't get У to. вас есть способность направиться в те места, в которые другие люди не доберутся. It's telling us stuff. Это говорит нам о чем-то. What if I'm driving a bus? Что если я во сне веду автобус? Pastor? But maybe you have some kind of thing that you're doing that is influencing a lot of people. Возможно, что вы делаете то, что влияет
влияет на многих людей. What if you're in the back seat? А если вы на заднем сиденье при этом? Maybe you're not the leader of that movement. Возможно, вы не лидер этого движения. Maybe you're just a passenger. Возможно, вы просто пассажир. But what if the driver invites you to come and drive? А что, если во сне водитель приглашает вас, просит прийти сесть за руль? Maybe we're being promoted. Возможно, что вас ждет продвижение. What if we're not in a car, but we're in a helicopter? А если вы не в машине, а на вертолете? What type of ministry or what type of job would that be? Какой тип служения или работы это может означать? Preacher. Yeah, but you're getting, listen, you see things from another perspective. Смотрите, на вертолете вы видите вещи с другой перспективы. And helicopter can take off and land in places that airplane can't. И вертолет может взлетать и приземляться на такие места, куда самолет не сядет и не взлетит оттуда. But less people can sit in a helicopter than a big airplane. Но, естественно, в вертолете может поместиться меньше людей, чем в самолете, например. And what if you're in a big jumbo jet, a big jet airplane? А что, если вы, например, на огромном самолете во сне? It might be an international Возможно, ministry. это международное служение. Because a plane can go over oceans. Потому что у самолета есть способность перелетать через океаны. It might be a ministry of the Spirit. А это может быть также служение Духа. Because you're up in the air. Потому что вы там в воздухе. But again, we had a lady come to me and she shared a dream. Однажды ко мне пришла женщина, и она поделилась своим сном. And she was on this big 747 jet. You don't have to say that, just a big jet. В самолете она была. A passenger airplane. A big passenger jet. Большой, огромный пассажирский самолет. And in the dream, she was in different positions throughout different scenes in the dream. И во сне, то есть в разных сценах, она в этом самолете занимала разные позиции. She started in the way back. Она начала где-то вот сидя In сзади, economy в class. экономическом классе. And then she got invited up to first class. Затем ее пригласили в первый класс. And then she was flying the airplane. И в итоге она управляла самолетом. And then she was outside the front of the airplane hanging on for dear life. И затем она уже на самолете снаружи была держась за него. Sometimes that's our process with God. Это вот иногда наш такой процесс с Богом. First we get into the kingdom. Сначала мы попадаем в царство. And we're just excited to be flying. И мы рады, что хотя бы мы просто летим. And you deal with economy class. И нормально в экономическом And классе. then you learn more about God. He invites you to first class. И чем больше мы узнаем о Боге, то есть Он приглашает нас в первый класс. And then maybe you get to actually steer the plane. И потом уже, возможно, у вас есть способность управлять самолетом. And lead the ministry. И вести какое-то служение. But the further we go with God, Но и чем дальше мы идем с Богом, the more we realize we're actually just hanging on for dear life. как это перевести? Мы понимаем, что на самом деле мы можем удержать буквально этот самолет, нести его. And you realize God's running it anyway. И мы понимаем, что что просто держишься за этот самолет, а Бог управляет этим самолетом. Amen. We do the same thing when we interpret. Hey, have you ever had a dream of the house you grew up in? А вам когда-нибудь снились сны о том доме, в котором вы выросли? Yeah? Or maybe you have a dream where you're in your elementary school. Или может быть сон, когда вы были в начальной школе. Or you're back in high school again. Или в старшей школе во сне вы вернулись. Maybe God's talking about the way we learned.
А возможно, что Бог говорит вам о том, как вы учились. or some of the things we learned. О том, как мы учимся, или то, о чем вы научились уже. Sometimes we're in our old family home И иногда мы во снах находимся в своем старом доме, в котором мы выросли. because God wants to talk to us about our family. Потому что Бог хочет говорить с нами о нашей семье. Well, what if I'm in the kitchen? А что, если я, например, во сне на кухне? What could that speak of? А о чем это может говорить? Голодный. It can speak on about what we eat, А это может говорить о том, что мы едим, what we're feeding on. чем мы себя наполняем. What if I'm in the basement? А если я в подвале? Что-то тайное. Что-то пошло не так. Что-то хотите скрывать. Maybe that's hidden things. Да, возможно, это какие-то скрытые вещи. Or maybe it's your subconscious. Или это же ваше подсознание. What if it's in the attic? А если на чердаке? Ближе к небу. Yeah, sometimes it could be speaking of your mind, your thoughts. Возможно, это говорит о том, что в вашем разуме, о ваших мыслях. Sometimes we keep old things in the А attic. иногда на чердаке мы храним старые вещи. You've got things in the attic. Есть на чердаке. What if it's in the bedroom? А если в спальне? That's where intimacy happens. Это там, где происходит близость. So maybe it's speaking of that. Может быть, это говорит об этом. What if you have a dream and you're in the bathroom? А если вы в ванной комнате во сне? A lot of times that can be cleansing. И часто это может говорить об очищении. What if your toilet is clogged? Your toilet is clogged, it doesn't flush. А если, например, в туалете смыв не работает? Есть какая-то. Maybe you haven't been able to clean things out. А возможно, вы не очистили то, что было необходимо. Maybe there's a mess in there. Есть какая-то грязь, проблема. Are you okay? Вы в порядке? Are we learning a lot of stuff? Мы многому учимся, да? The whole point of this is to start thinking metaphorically. А и вся, как бы, фишка во всем этом, начните думать метафорами. Asking questions is a big deal. И задавать вопросы при этом очень важно. What if in a dream someone walks up to you and gives you a MasterCard? А что если кто-то во сне приходит к вам и дает мастер-карт, карточку? It could be finances and breakthrough with that, Это могут быть финансы и прорыв в but этой not just сфере. any type of finance. Но не просто любые финансы. MasterCard, the master. Мастер-карт, карточка господина мастера. Again, God will use plays on words. Бог будет использовать игру слов, но уже по-английски мастер это вот это господин. Our dreams can be very rich. Наши сны могут быть очень богатыми. And we think it's just, oh, I just had a weird dream of the А мы old house думаем, у меня I was какой-то raised in. странный сон в том доме, в котором я вырос. If you have dreams about the old house you were raised in, Если у вас сон о том доме, в котором вы выросли, if you have dreams about the old school you were in, или о школе, в которой вы учились, that's probably speaking something important to you. скорее всего, что это что-то важное Бог хочет вам сказать. Pay attention to that. Обратите внимание на это. The big deal is questions. И большой, как бы важная часть здесь это вопросы, задавать вопросы. God, why was it that kind of car? Бог, почему была именно эта машина? Why was it that color? Почему был именно этот цвет? Why was I driving my friend's car? Почему я был за рулем машины своего друга? And it felt like the brakes didn't work. И я чувствовал, что тормоза не работают. And it couldn't stop. И машина не And I останавливалась. was about to crash and I woke up. И я был на грани аварии, и я проснулся. Maybe God's speaking to you about trying to live in someone else's calling.
И возможно, что Бог через это вам говорит, что вы пытаетесь жить в чьем-то чужом призвании. And God says, as long as you try and be them, you're going to crash. И Бог хочет вас предупредить, что пока вы будете вот находиться в этой чужой машине, вы, вы потерпите крах, крушение. А предупреждение может для друга быть? Can it be like a warning for a friend? Oh, yeah. Да, конечно. Yeah, but if I'm driving their car, I had the dream, it's probably about me, not about them. Но если я за рулем машины своего друга, то, скорее всего, все-таки сон обо мне, а не о них. Let's talk about some good protocols for dreams. Давайте поговорим о неком таком протоколе, о некоторых таких постулатах для снов. Because that brings up one. Потому что вот один тут возник. If I had the dream, Если у меня сон, and I was actively participating и in the я dream, принимаю активное участие в этом сне, then most of the time, тогда в большинстве случаев, again, God can break the rules. я напоминаю, Бог может нарушать He's the правила. boss. Он босс всего. But most of the time that dream's about me. Но в большинстве случаев такой сон обо мне. Even if your friend's car was in the dream, Даже если во сне была машина друга, or maybe your friend was in the dream, или друг сам был во сне, and maybe that your friend was in the passenger seat или друг сидел на пассажирском сиденье and encouraging you. и вдохновлял вас. Maybe it tells you something about your relationship with that person. Возможно, это говорит что-то о ваших взаимоотношениях с этим But just человеком. because your friend is in the dream doesn't mean it's talking about your friend. Но просто из-за того, что в вашем сне был друг, это не значит, что этот сон был для вашего друга. And your friend may not always be literal. И не всегда ваш друг может быть буквально означать вашего друга. It might be symbolic. Это может быть символ. Remember Madison's dream with Justice Cooper? Помните сон моей дочери Мэдисон с подругой ее Джастис Купер? Remember, justice wasn't justice. Помните, что Justice на самом-то деле не была просто Justice, она была справедливостью. Она была справедливостью. See, it was a play on words. Это опять была игра слов. But it was actually what Madison carries is И justice. это было, но на самом деле это отображало, что Мэдисон, она несет внутри себя эту справедливость. She is friends with justice. Она подруга справедливости. Who is that person to you? Кто этот человек для вас? That's going to help you figure out Это поможет вам разобраться what the meaning is. со значением. Okay, so we're going to order some things so that the last session we can do some interpretation. И мы сейчас кое-что приведем в порядок, чтобы на последней сессии нам заняться именно уже истолкованием. Okay? Хорошо? We're good with that? Готовы? Okay, so when we're doing dream interpretation, Когда мы делаем мы занимаемся истолкованием снов, the first thing we want to do, первое, что нам важно сделать, maybe we don't put one, you do it. The first thing we want to do первое, что нужно сделать, is we want to listen to the dream. мы будем слушать сам сон. So if I am interpreting your dream, То есть, если я истолковываю ваш сон, I'm going to listen to your dream. я буду слушать ваш сон. So number one, listen. Итак, первое, слушать. Number two, Номер два. I'm going to repeat it back to you. Я повторю вам его, то есть перескажу вам его. So we're going to repeat back. То есть You can мы write that будем down. повторять его. We're repeating back for clarification. We're trying to clarify that we got it right. То есть мы будем повторять для того, чтобы убедиться, что мы все правильно поняли. And in the repeating back, И во время повторения we can ask some questions мы to можем make sure задавать we're getting it некоторые right. вопросы, чтобы убедиться, что мы все правильно понимаем. Once we've done these two И things, когда мы сделали вот эти две вещи, the next thing we do следующее, что мы делаем, is we ask them, мы спрашиваем,
what would you title your deep dream? Мы спрашиваем человека, которому приснился сон, какое название ты бы дал этому сну? Remember we talked about when we journal our dreams? Помните, мы говорили о том, что когда мы записываем сны, To title it. что мы даем им название. Why do we title our dreams? Зачем мы это делаем? In order to get the main idea, the focus. Yeah, so what it does, it starts you on the interpretive process. It starts you towards figuring out the themes. Это поможет вам начать с процессом столкования, с тем, чтобы разобраться со всем. So we're going to title it. Так, даем название. And then we're also going to date our dream. И точно так же мы ставим дату. And we date our dream. Why do we date our И dream? зачем мы ставим дату для нашего сна? Because it gives us context for what might be going on in our life. Потому что это может дать нам контекст относительно того, что происходит в это время в нашей жизни. And many times we have a dream and it's connected to situations that we're И facing очень right часто now. нам снятся сны, которые связаны с той ситуацией, которая происходит в нашей жизни. That's why we date our И dream. вот поэтому мы ставим дату. So in my dream interpretation classes back at home, И когда у себя мы проводим занятия по толкованию снов, about a month ago when people started having dreams, примерно месяц назад, когда люди стали видеть сны, a lot of the dreams were connected to mission trips. многие сны были связаны с миссиями. Because that was the season where we send students out on mission С trips. миссионерскими поездками, потому что это было именно то время, когда мы всегда отправляем студентов в наши школы сверхъестественно на миссионерские поездки. And because we knew the date, И из-за того, что мы знали дату, we knew what the information in the dream was pointing towards. мы знали, куда направлялась вся информация во сне. So we do the title, we do the date, and we also do the emotion. То есть мы даем название, мы пишем дату, и мы также пишем эмоции, позитивные либо негативные. We're looking for positive or negative. Мы смотрим, позитивные они или негативные. And remember, that's a big interpretive lens. И that we помните use. о том, что это значительные, важные линзы для толкования всего сна. Okay, what do we want to do next? Что мы хотим сделать дальше? Anyone know? Кто-нибудь знает? Okay, we've listened to the dream, we've repeated back, we've got the title, the date, and the emotion. Мы послушали, повторили, дали название, даты, эмоции, посмотрели. Now the next thing we want to do is we want to find out who or what is the primary focus of the dream. Дальше нам нужно увидеть, кто или что основной фокус всего сна. So write down primary focus. Так. What we do many times is we'll do a circle, Что мы делаем? Мы and делаем this круг, would be the primary focus. и это вот основной фокус всего сна. So how do we figure out who or what is the primary focus Как of the же dream? мы узнаем, кто или что является центральным героем этого сна? Anyone? We just talked about it. Yes, questions. Yeah, okay. But if I had the dream and I was active in the dream, who's the primary focus? Но смотрите, если у меня был сон, и я принимала активное участие в этом сне, кто главный герой этого сна? So most of the time, it's going to be the person who had the dream and the person who is actively participating. И в большинстве случаев это будет тот человек, у которого был этот сон, и тот, кто принимал активное участие в этом сне. So let's just put Ben right here. Вот давайте вот здесь напишем Бен. So I'm the primary focus of a dream. Итак, я центральный, основной фокус этого сна. Most of the time, the primary focus is going to be literal. И в большинстве случаев вот основной фокус, главный герой, он будет буквальным.
I don't need to interpret Ben Armstrong. Мне не нужно истолковывать Бена Армстронга. Now here's where that changes a little bit. И вот тут немножко изменяется. If God's giving me a dream because I'm a big leader in the prophetic, А если Бог дает мне сон, я лидер в пророчестве, God could be talking about me personally, or He could be talking about the prophetic. это значит, что Бог может говорить лично обо мне, либо Он может говорить о пророческом служении. But most of the time, Но в большинстве случаев it'll be literal. это будет буквально. Now what do we look for? Теперь на что мы смотрим? Anyone? Есть предположение. If we have a primary focus, what do we also have? Если у нас есть основной фокус, на что мы еще посмотрим? Yeah, we have a sub-focus, or we have different details or themes in the dream. И у нас есть еще другие детали в этом сне. So, this is primary focus. Now, do sub-focus. Как бы вторичный. Now, a good rule with sub-focus. Сейчас, подожди. Сейчас секунду. Давайте возьмем вторичную тему, да? Нормально? A good rule with sub-focuses. И есть одно хорошее правило, которое касается вторичной темы. Because we don't want to have over-analysis paralysis. Потому что нам не нужен вот этот сверханализ, который будет нас We парализовывать. want to limit those to between about 5 and 8 sub-focuses. А мы хотим, мы ограничиваемся обычно, чтобы вот вторичных вот этих деталей было от 5 до 8. Like in Connor's dream, Как во сне Коннора. there's God, Был Бог, there's the car. машина, Connor is the primary focus. а Коннор был основным фокусом. There's Asia, Есть Азия, and then there's details about those different и things. есть еще детали некоторые по всему. Don't try and make a bunch of sub-focuses. Не пытайтесь сделать слишком много каких-то вторичных деталей. The tuxedo is not separate from God. Смокинг это была как бы неотделимая часть от Бога. It actually describes what God was wearing. Потому что она описывала, во что был одет Бог. So we would have these other circles, Вот будут вот эти другие кружочки. and these would be our И sub-focuses. это вот вторичные темы. Oh, that's the car. Вот машина. You can write car. Машину нужно написать. We'd have God. Бог там еще был. And we might write the descriptions, И мы можем также подписать описание. like tuxedo, like Смокинг, black, черная. because some of that might need some interpretation. Потому что это все будет нуждаться в истолковании. Now, many times our sub-focus is going to need interpretation. И очень часто вот именно вторичные такие детали, они будут нуждаться в истолковании. This is literal. Вот это буквально, This is usually symbolic. а вот это обычно очень символично. Now, God didn't need interpretation. Но Богу тоже не нужно было Because истолкование. God saw Morgan Freeman, or Connor saw Morgan Freeman right away. Потому что Коннор, когда увидел, что это Морган Фриман, сразу понял, что это Бог. And he knew in the dream, that's God. И он знал прямо во сне, что это Бог. So we don't need to interpret God. Потому нам не нужно было истолковывать Бога. Sometimes when your spouse shows up in your dream, Зачастую, когда ваш супруг или супруга появляется во сне, a lot of times that can be literal. чаще во многих случаях это будет буквально. Sometimes when your children show up in your dream, Когда во сне дети ваши, that can be literal, or it can speak of heritage, это может быть буквально, либо же это будет говорить о наследии or the next или generation. о следующем поколении. So we want to pay attention to those. И нужно обращать на это внимание. So once we've got our sub-focuses, И вот когда у нас есть вторичные темы, we're now going to go to number 6, мы пойдем к номеру 6. and that
is going to be И это будет, to interpret our symbols. это будет истолкование всех вот этих символов. We're trying to figure out what they mean. Мы будем узнавать, что они, какое значение они могут иметь. If pastor shares with me his dream, Если пастор делится со мной своим сном, and we get to the interpretation process и мы вступаем в процесс истолкования, of these symbols, I'm going to ask him questions. и вот в процесс истолкования символов я буду задавать ему вопросы. Well, what does that mean to you? Что это означает для тебя? And I'm going to check with him first. И я в первую очередь буду спрашивать у него, проверять у него. And then I may make suggestions. И затем я могу делать свои Well, could предположения. it mean this? Может ли это означать вот следующее? What are we looking for? Чего мы ищем? Что мы ждем? We're looking for the aha moment. We're Мы looking ищем for вот that- этого, ждем этого момента. Ага. Yeah, we're looking for the deer in the headlights look. Мы ищем вот этого взгляда в глазах, когда... Because body language is speaking. Потому что язык тела, он говорит. То есть We're looking for the response of everyone in the room. мы ищем вот этого ответа от всех, кто замешан. That tells us we're on the right track. То есть мы ждем как бы отклика от тех, кто слушает, чтобы понять, что мы в правильном направлении идем. Once we interpret all of these symbols, И когда мы истолковали все эти символы, what do we want to do? что мы хотим сделать? Сделать вывод. To make all things together. Good. First, we want to put it back in order. We want to order the dream. И сейчас, да, это тоже мы хотим выстроить сон в правильном порядке. Many times you could do it either in circles or you could do it 1, 2, 3, 4, 5. Можно это делать вот такими кружочками, можно делать 1, 2, 3, 4, 5. So we keep it in order. Чтобы все было в порядке, ну как бы в правильном порядке. Order is really important. Порядок тоже очень важен. What if the 7 lean cows came first and the 7 fat cows ate the 7 lean cows? Что если если бы как во сне было бы наоборот, что сначала пришли 7 худых коров, а потом пришли 7 тучных коров, и эти 7 тучных коров съели бы эти 7 худых коров. Yeah, if we do that in Pharaoh's dream, we get the wrong interpretation. Смотрите, если бы вот порядок, да, поменять, то и можно и другое истолкование получить. Because we got it out of order. Потому что мы пошли в другом порядке. So once we put it in order, И когда мы поставили правильный порядок, number 8, we want to summarize. мы хотим подвести итог. We want to summarize the whole meaning. Мы хотим подвести итог всего значения. What do we want to do after we have done that? И когда мы уже это сделали, что дальше? Remember, just like in the prophetic, dreams have revelation, interpretation, and share that. Общую картину. Помните, как в пророчестве есть часть откровения, истолкования и потом Application. Да, Good. потом есть So применение. now number 9 is based on this information. И поэтому номер 9, на основании всей этой информации, What can I do about it? что я могу со всем этим сделать? Is there some kind of activation? Есть ли какое-то действие? Okay. We need to take a break. Нам нужен перерыв. Yeah? Окей? Okay. And then we'll go, and then next session, last session, we're going to interpret some dreams.